Здорово! Сегодня мы с вами будем изучать безумно классный и эффектный фокус с резинками. Я вам честно скажу, это один из самых визуальных эффектов, которые можно только сделать с вот этими двумя обычными канцелярскими резинками. Ну и давайте-ка поддержим данное видео лайком, потому что с каждым лайком выход следующего видео ускоряется в 10 раз. Ну и собственно рекорд по лайкам был 55 тысяч, если вы его побьете, я буду очень рад. Ну и собственно, если вы хотите больше фокусов с другими предметами, кроме карт, тогда тоже напишите об этом в комментариях, и я пойму то, что вы хотите фокусы с монетами, с резинками, со стаканами, с салфетками, с чем угодно, ну и с картами тоже будем продолжать. Итак, давайте-ка посмотрим, как же этот фокус выглядит. Поехали! Итак, для этого фокуса нам понадобится две резиночки. Как вы видите, они у нас находятся на двух пальцах и друг с другом они никак не пересекаются. Но мы сейчас сделаем чудо. Раз, два, три. И у нас уже эта резиночка красная находится в желтой, то есть она находится действительно внутри. И даже если зритель попробует ее снять, он ее не снимет. И что же теперь делать, скажете вы? А все очень просто, нам нужно желтую теперь резиночку порвать, чтобы достать красную. Вот такие вот дела. Ну а что делать с этой резиночкой? И она у нас тоже становится целая. Вот такой, ребятки, фокус. И давайте-ка сейчас приступим к обучению. Ну что, ребятки, изучаем этот фокус. Сразу говорю, схема очень сложная, но я постараюсь максимально подробно все показать во всех деталях. Итак, мы берем две резиночки, одеваем их на два разных пальца. Указательный и большой, и тут левая, и тут правая рука. Все. Теперь мы берем указательный палец и вот так вот резиночку проводим в красную резинку. Все. Теперь мы берем, отпускаем красную резинку. И у нас красная резинка должна вот так вот висеть на желтой. Растягиваем максимально желтую резинку и указательным пальцем левой руки мы делаем вот такой захват. И натягиваем ее на себя. Теперь самое такое вот непонятное. Берем указательный палец правой руки и продеваем вот сюда в большой палец правой руки. Вот так вот это будет выглядеть. Вот, раз и два. И мы продели в большой палец. Вот. Теперь с большого пальца мы отпускаем это все дело. И берем средний палец правой руки. И вот сюда вот засовываем его. Это прям вот к указательному пальцу. Натягиваем его на себя. И теперь вот этот вот указательный палец мы просовываем вот это вот отверстие. Просто его выпрямляем и отводим вверх. Таким образом, у вас сейчас соскочит резиночка так, как нужно. Вот, все. С верхней резиночкой мы собрались. Все, полностью разобрались. Теперь у нас как будто бы красная висит на желтой. И, собственно, все. Теперь, что мы делаем с красной резиночкой? Мы берем с вами мизинец, продеваем сюда раз, сюда два. И безымянной вот этой вот руки левой мы обхватываем полностью всю резиночку. И, кстати говоря, средний палец вам нужно засунуть вот так. То есть, чтобы у вас была резиночка как будто бы на двух средних и на двух мизинцах. Вот. Берете и вот так вот безымянным захватываете. Таким образом, если вы вот так все правильно сделали, у вас должна получиться вот такая вот схема. Вот так. Они параллельно друг другу, никак не пересекаются, и, соответственно, все, вы готовы к фокусу. Но у вас есть два момента, где вы можете спалиться. Первый момент — это вот эта вот часть на указательном пальце. Ее мы сгибаем максимально внутрь и закрываем большим пальцем. И вот эта вот часть, но если вы сделали все правильно, она просто спрячется между пальцами. И все. И теперь как же повернуть этот фокус? Ну, во-первых, вы говорите то, что вот у нас есть две резиночки, отвернулись, подготовились, вот у нас есть две резиночки, соответственно, они не пересекаются, ничего такого не происходит. И потом вы говорите то, что сейчас красная резиночка напрыгнет на желтую. Раз, два. И потом, когда вы делаете 3, вы быстро выкидываете два пальца, и вот эту вот часть вам нужно освободить, чтобы она как будто бы выпрыгнула вот так. Это вот на самом-то деле сложновато будет сделать, нужно хорошенечко потренироваться. Просто если вы просто отпустите два пальца, она тут так и останется придавленная средним пальцем. Поэтому вам нужно именно вот взять и освободить ее, чтобы она как будто бы аж прыгнула. Если вы все это сделали, у вас действительно резинка находится внутри, вы можете поиграться, туда-сюда ее перекидывать и сказать, то, что сейчас нам нужно ее достать. И чтобы нам ее достать, всего нам необходимо взять ее и порвать желтую. И что вы делаете? Вы берете, вот так вот на себя натягиваете, откидываете вот это все
чтобы она щелкнула обязательно. И потом показываете красную целую. И будто бы у вас порватая резинка вот здесь находится в кулачке, вы в нее дуете, и все, и у вас уже она как будто бы целая. И потом вы уже можете показывать другие фокусы, тоже с этими резинками. Все безумно просто, все безумно классно. Но есть одно но в этом фокусе, и оно у меня здесь есть, и вы сейчас, возможно, уже увидели. Это широкие резинки. Дело в том, что для этого фокуса это единственный фокус, где подходят действительно узкие резинки. Видите, у меня она, вот эта вот она у меня по ширине, вот это по высоте, вот это по ширине. То есть она по высоте, наверное, как по ширине 2 или 2,5 резинки. Идеально для этого фокуса подходят именно одинарные, такие вот квадратные резиночки, которые и по высоте, и по ширине будут идентичны. Соответственно, это делается на самом-то деле очень просто, этот фокус. Главное только понять, как вот эту схему делать. Давайте еще раз разберем. Очень быстро теперь. Взяли раз, взяли два, продели, отпустили, сюда провели указательный палец. И теперь мизинец раз, мизинец два и безымянный сюда. Все, мы с вами готовы к фокусу. Вот таким вот образом это делается. Достаточно быстро. Плюс я еще показываю это через камеру, смотрю через камеру. Мне еще сложнее было только что это все сделать. Так это в жизни еще быстрее можно сделать, если натренироваться. Ну и соответственно, раз, два, три. У нас уже прыгнула эта резиночка. И потом говорите то, что нам нужно эту порвать. Сделали вот такое движение. Все, это показали, она целая, с ней ничего не случилось. А эту... И все, и у нас уже готова резиночка к следующему фокусу. Вот такой, ребятки, фокус. И почему же широкая резиночка плоховастенько? Да, все очень просто. Сблизи, к сожалению, этот фокус показать будет крайне сложно. Рассказываю почему. Вот я сейчас подготовлю просто вот эту резиночку. Вот так вот подготавливаем. И, собственно, все. Смотрите, они очень сильно перекручиваются. И вот это их минус, потому что, вот видите, она даже может так сделать, что между ними будет трещина. И если это зритель с хорошим зрением, то, к сожалению, это может быть заметно. Поэтому для этого фокуса идеально подходят резиночки, именно которые квадратные, 1 на 1. Вот так вот, масштаб. Все, ребятки, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылки в описании. До новых встреч, пока-пока.